Приветствуем на видеоруководстве по эксплуатации гидравлических пресс-ножниц MX700 Narhesa. Станок характеризуется многофункциональностью и выполняет множество операций, таких как перфорирование листового металла, полосового металла, трубы, уголка, швеллера U-образного профиля, тавра, швеллера УПН, двутавра и ПН. Его можно приспособить к любой инструментальной оснастке, даже самостоятельно разработанной и изготовленной заказчиком. Многофункциональность и простота в использовании делают этот станок незаменимым оборудованием для сталепромышленных компаний по всему миру. Для выполнения операции пробивки в первую очередь мы устанавливаем матрицу с помощью ключа. Далее мы устанавливаем пуансон в соответствующую гайку и плотно прикручиваем его. Для центровки пуансона мы опускаем поршень в режиме ручного управления и поднимаем держатель матрицы до тех пор, пока пуансон не вставится. Сразу после этого мы центруем базу с пуансоном и ввинчиваем базу, убеждаясь, что она правильно установлена. Также в режиме ручного управления мы опускаем пуансон вниз путем регулировки нижнего предела смещения, пока пуансон не войдет строго на 2 мм в матрицу. Очень важно не опускать пуансон ниже, чем указано. Мы устанавливаем упоры на желаемое расстояние. Очень важно смазывать пуансон и матрицу каждые 200 операций пробивки. Данное простое действие будет гарантировать более долгий срок эксплуатации инструментов. Диаметр пуансона всегда должен быть больше, чем толщина пробиваемого листа, иначе это может послужить одной из главных причин поломки. В зависимости от размера пуансона мы будем использовать ту или иную пластину для того, чтобы улучшить извлечение и избежать возможной деформации в пробиваемой детали. Верхний предельный выключатель регулируется только раз, когда пуансон вставляется в экстрактор. Инструмент для перфорирования углов позволяет нам работать максимально близко к краю угла, либо другого профиля. Инструмент для резки угла позволяет резать под углом в 90 градусов любой тип листового металла и профиля на различных длинах. Боковые упоры регулируются независимо под необходимые размеры, максимум до 150 мм.
Инструмент для гибки на 170 мм имеет два рабочих V-образных паза, один на 56 мм, что позволяет нам сгибать толстые пластины от 6 мм до 15 мм, и другой V-образный паз на 26 мм для гибки толщины от 0,5 мм до 5 мм. Градус гибки регулируется в соответствии с высотой хода поршня станка. При сгибании деталей до 300 мм мы можем использовать инструмент с разными зазорами, что позволяет нам сгибать листовой металл толщиной от 0,5 мм до 20 мм. Матрица имеет два разных радиуса, больший для толстых пластин и меньший для более тонких. В зависимости от толщины пластины, на которой мы используем матрицу, она будет раскрываться больше или меньше. Чем меньше паз, тем более тонкий лист можно гнуть. Обрезка седловин на торцах труб всегда считалась сложной и медленной работой. С инструментом для обрезки труб пользователь выполнит операцию, готовую к сварке, в два простых шага. Инструмент для вертикальной резки позволяет резать листовой металл и поручни толщиной от 0,5 мм до 20 мм с максимальной длиной до 200 мм. Для того, чтобы правильно выполнить хороший срез, обязательно отрегулировать два опорных болта с их контрагайкой. Устанавливаем с помощью болта пуансон для вырубки вентиляционной решетки и не до конца опускаем его к нижней части инструмента. После этого центруем пуансон и матрицу для получения точного реза.
В зависимости от того, что мы хотим сделать, при помощи данного инструмента можно пробить все необходимые отверстия. Для создания пик из полых труб мы устанавливаем верхний предел в зависимости от размера трубы. Мы перемещаем матрицу вниз к ее нижней части без соприкосновения, оставляя только необходимое место для сплющивания трубы. Чтобы пика вышла из станка совершенно прямой, важно отцентровать 2 боковых упора. Только после этого станок готов к работе. Инструмент для круглых заготовок может резать малоуглеродистую и закаленную стали, прутки и прочие материалы до 35 мм в диаметре. Инструмент для турникетов и ограждений используется в 2 цикла. Первой операцией мы сплющиваем и обрезаем наконечник трубы. Второй операцией мы пробиваем отверстие в зависимости от размера выбранного пуансона. При помощи инструмента для резки угла мы можем выполнить быстрый и идеальный рез под углом 90 градусов. Затем, добавив только 2 направляющие, одну на правую и другую на левую сторону, мы также можем выполнить рез под углом 45 градусов. Мы производим все разновидности матриц для получения круглых форм на концах плоских заготовок, на разных длинах, разной ширине и толщине, с отверстиями и без, всего за один удар. Инструмент режет начало одной детали и конец другой, что позволяет оператору выполнять детали различной длины, используя один и тот же инструмент. Станок MX700 может быть адаптирован к любому виду матриц для штамповки разных форм, таких как приспособление для экономного изготовления пик для ограждений.
Также мы предлагаем возможность получения закругленных углов пластин на различных радиусах. Надежность, многофункциональность, легкость в управлении и быстрая установка инструмента. Горловина 350 мм, длина хода гидроцилиндров 160 мм, широкая рабочая поверхность 600 на 350 мм с центральным отверстием для сбрасывания готовых деталей делает станок MX700 одним из лучших предложений на гидравлические пресс-ножницы на рынке. Верхний предельный выключатель устанавливается на желаемый размер. Станок работает в автоматическом режиме. Поршень поднимается до верхнего предела. Затем устанавливается нижний концевой выключатель, и операция продолжается. Станок имеет встроенный счетчик деталей. В ручном режиме поршень только опускается и не возвращается назад. Он используется для центровки и фиксации различного инструмента. В автоматическом режиме поршень опускается, а затем автоматически поднимается. Защитное устройство. При горящей красной лампочке можно работать на станке без защитного экрана. При отключении этого устройства можно работать только при опущенном защитном экране. Одной из лучших характеристик станка мы можем назвать возможность легко адаптировать его под практически любой инструмент. Используя лишь гайку и один переходник, можно установить любую матрицу. Далее мы покажем некоторые примеры использования, разработанные для разных клиентов компании Narchesa, от небольших фирм до огромных международных автомобильных гигантов Ford и Nissan.
Благодарим от лица всей команды компании Нархеса.